Приветствую на канале. Сегодня у нас 25 марта. Подвожу итоги конца марта. Смотрим на рассаду. Рассада, которая 1,5-2 месяца. Приблизительно недели 2. Это халапеньо, которое садили на стриме. Как можно видеть. Это баклажаны с сладкими перцами. Это приблизительно месяц рассаде. То есть баклажанчики. Вот как можно видеть, последние баклажаны в точечку. Это когда по листу брызнул и свет не выключил. Баклажаны на это реагируют очень бурно. Ну и, собственно, обжигаются листья. То есть выключайте свет или пшикайте на ночь. Вот такая рассада. Острые перчики, сладкие перчики. Перемешку. Также вот еще рассада. Вот перцы, которым месяц. Это некоторые семена Клаус, Геркулес. Это красный сладкий Т. Те, что я в прошлом году собирал семена. Вот, например, это у нас кто? Геркулес. Вот как можно видеть, разница не особо большая. То есть, когда семена хорошо вызревшие, перец плюс-минус растет одинаково. Вот хотел показать, больше всего баклажан обжегся. Вначале подумал, что это какая-то болезнь, но дальше лист растет, который не был попшиканный нормальным. А вот у нас выгорел. Постоянно говорю, что когда пшикаете, выключайте свет. И вот сам забыл выключить. Вот так баклажаны погорели некоторые. Так, также есть перчики, которые только-только взошли. Вот, некоторые из них. Дальше перцы, которые были посажены приблизительно конец декабря-январь. Вот Тандер растет. По-моему, коричневый. Вот это красный. Каролины, Тринидады. У этих перцев на краях листьев можно видеть такую салатовую кайму. Недавно она была еще больше. Обычно это либо железо, либо нехватка азота. Я брызнул удобрением универсальным по листу. И вот, как можно видеть, пару дней прошло. Большая часть из них позеленела. Вот, например, стоял точно такой же. Вот у него слегка еще остается каемочка. И постепенно вот он становится вот таким зеленым. Вот дальний пока что еще не хочет, но думаю, чуть позже тоже позеленеет, подтянется. Вот как можно видеть, еще слегка осталось, но сам он уже стал такой зелененький, нормальный. То есть есть у которых чуть больше, например. Вот такие. Вот следующая стадия. Начинает сушиться край. Появляются такие черные точки. Это тоже может быть еще недостаток калия. В общем, как можно видеть, когда нарушается питание, идут последствия. Вот такие. Ну, вот это уже калий, скорее всего. Коричневые точки. Но когда нехватка азота, там нарушается весь баланс по питанию. Поэтому нужно следить за всеми элементами. Это самый плохой экземплярчик. Ну, а так в целом, плюс-минус, наверное, все такие, которые болеют слегка. Все, это что касается перцев, которым 2 месяца. Также в последнее время постоянно спрашивают за Каролину, которая в таймлапсе снималась. Не переживайте, стоит зелененькая, все нормально. С апреля месяца начну ее хорошо светить. Также стоит Тандер, который уже цветет. В прошлом году первые цветы начали у меня уже появляться в начале марта. По-моему, 8 числа были. Вот уже Тандер зацвел 25 марта. Вот еще цветы. Скоро будут раскрываться. Ну и вот такой вот он большой. Если сравнить с ладонью. Ну, в общем, высоту приблизительно сантиметров, наверное, 35. Где-то так.
Слегка, как можно видеть, у него листья вот так вот повяли. Это последние несколько дней я его пытаюсь закалять на окне. И, собственно, ночью на окне он вешает листья. То есть, когда холодно, чуть-чуть он так подвядает. Закалять рассаду и вот такие взрослые перцы уже нужно. Поэтому вот сейчас он так не растет потихоньку. Также есть еще совсем недавно высаженные. Вот они начали проклевываться. Тут еще некоторые сорта подсаживал. Облепиха. Black Cobra. Ну, в общем, еще подсадил сортов некоторых. Так скажем, и другие. Предвещая вопрос по коронному цветку. Вот, например, якобы их удалить, то развитие у перца будет лучше. В принципе, да, конечно, вегетативная масса начнет быстрее расти. Это у нас листья, стебли. Да, но плоды будут так же само позже. Поэтому, например, если в теплице выращивать, с этим можно, конечно, поиграться, да. То есть самый низ оборвать, например, в первой развилке, во второй и в третьей. Там выше, честно говоря, смысла не вижу уже. Уже куст будет лохматый вот такой вот он. И в теплице, да, то есть, так как у нас есть срок на 1,5 месяца приблизительно, в теплице дольше, ну там месяц-полтора, поэтому можно с этим поиграться. В открытом грунте я бы, честно говоря, вот это бы все не делал. То есть, смотрите сами, решайте сами. Вот, например, берем помидоры. Помидоры это у нас тоже посленовая культура. У вас же нету такого, что вот образуются помидоры постепенно выше, 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 и они в один момент бах, и все созрели. То есть они постепенно начинают, вот как и сейчас. Вот он уже заканчивает свое цветение, начинает потихоньку гаснуть, скоро засохнет, и уже начнет перец расти. Вот эти только будут открываться, да? Выше берем, вот они еще меньше. Еще выше берем развилку. Здесь вот такие маленькие бубырчики. То есть постепенно все идет, идет, идет. То есть растет вегетативная масса и сами плоды. То есть нет такого, что... Тут почему сравнивают несколько волн плодоношения? Потому что если срывать техническим спелости перец, то обычно как? Обрывается максимальная часть. Потом перец, так как не имеет плодов, все силы начинает направлять на рост вегетативной массы. И завязывают как будто вторую волну. Это просто так кажется. А если постепенно срывать, так как оно будет постепенно, собственно, у нас становиться спелым, то вы так этого сильно замечать не будете. Поэтому, в принципе, смотрите, какую-то информацию я дал. Также можно посмотреть разную литературу, YouTube, если есть желание, и, собственно, для себя сделать выводы. Также насчет топпинга. Это у нас обрезка перцев. Кто-то рекомендует, например, вот брать и вот эту развилку убирать. Тоже я пробовал. Честно говоря, вариант мне этот вообще не понравился. Потому как вот здесь вот подщипывается он. Мне показалось, что перец вообще попадает в какой-то стресс. Сами думаете, трогать это или нет. Топпинг, не знаю. Я считаю, что не нужен для перца. Вот на примере одного перца. Например, если брать... Сейчас покажу приблизительно уже вот такую зависть. То есть, если брать от начала момента, как только появляется такой маленький-маленький бубырчик, он, как можно видеть, внутри, вот он маленький, до вот такого момента, это неделя. От вот такого состояния до раскрытия, это еще неделя. Потом он цветет, ну, где-то в среднем 3, может 5 дней максимум. То есть, можно считать неделя, еще 3 дня. И вот потом уже начинает образовываться плод внутри, жопка его. Собственно, и постепенно он с нее растет, 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 растет. То есть это уже месяц. То есть делаем топпинг, бах. Вот у нас минус месяц. И плюс еще, вот у нас пока образуется пасынок, это неделя. И пока он вырастет, еще неделя. То есть я уже наблюдал, просто летом немножко все быстрее идет, поэтому запаздывает где-то на месяц. Если какая-то Каролина у вас, Тринидад, Севенпот, что там еще, Нага, то с этими перцами я бы вообще не делал такого. Потому что получается в итоге на кустике всего лишь там 10 плодов, может быть 20.
Если его не трогаешь, плодов 40-50. То есть по прошлому сезону у меня были перцы и желтая, и коричневая, и красная Каролина. Желтая самая плодовитая, было 120 плодов. Вот я ничего не делал. У красной было где-то 50-60, и у коричневой тоже 50-60. То есть те, которые были обрезаны, у меня на одном вообще было, по-моему, или 15, или 10. Вот. И на втором где-то было в районе 20-25. И который не трогал 60. То есть решайте сами, выбирайте для себя свои варианты. Я сделал для себя выводы, поэтому больше я их не чекмарю. Ну, чем меньше трогаешь, тем лучше растет. Дальше. Листья, которые идут до развилки, тоже не удаляю. Также вот пробовал. Например, вот, как можно видеть, Каролина. Постепенно я их удалял, да, по чуть-чуть, когда плоды были. И то мне показалось, что лучше не трогать. Вот у меня перцы были, которые я не трогал, на улице росли. Там вообще были кущи большие. То есть теперь я уже ничего не удаляю. Разве что внизу вот эти несколько листиков, которые в земле валяются обычно, всякую заразу тянут. Да, вот их несколько штук можно убрать. То есть если они в грунт не втыкаются, пускай висят. Все. То есть никакие листья не удаляю, топпингом не занимаюсь, коронные цветки также не убираю. Если думаете, что это работает, пожалуйста, пользуйтесь, на здоровье. Также можете поэкспериментировать, например, часть сделать перцев, вот как вы думаете, часть не трогать. Результат заодно посмотрите, и будет вам все понятно. Ну и, в принципе, на конец марта следующие результаты. Часто спрашивают, что там рассада, как она живет, как себя чувствует. Ну вот, собственно, вот так растет, вот так чувствует себя. Все, друзья. На этом у меня все. Пишите комментарии, если у кого-то есть вопросы. Также подписывайтесь на канал и следите за новыми видео. И да, в конце. Прививочки пошли, почти все уже. То есть прививки, которые я делал стратификацию. Вот они уже колосом позарастали. Некоторые я развернул посмотреть колосообразование. В принципе, все хорошо. То есть из 8, как можно видеть, 1, 2, 3, 4. Вот одна пока что стоит. 5, 6. И вот 7. Когда вот только вот так вылазит, чуть-чуть, я вот таким пакетиком накрываю, чтобы у нас сильно влага не уходила. Ну а дальше, когда уже вот такой прирост есть, даже меньше вот, где-то, ну, чуть больше вот такого. В общем, между вот таким и вот таким, где-то посередине, кулечек убираю, все, уже растет само по себе. Вот еще дынька стоит, ждет пересадки. В общем, вот такие результаты. Все, друзья, до свидания.